Всем привет! Меня зовут Бесик, снова у меня в гостях. Будем сейчас готовить сациви. Сациви в переводе с грузинского на русский язык означает холодное блюдо. Циви, сациви. Слово циви это холодное. Это курица с грецким орехом. Для сациви нам понадобится курица, самый главный ингредиент. После этого пойдет грецкий орех. Грамм 500. Граната. Потом объясню, для чего она нужна. Очень важная вещь. Кориандр. Уцхосунели. Сванский соль. Аджика. У кого нету дома грузина аджика, тот не грузин. Томатная паста. Маленькая баночка, там чуть-чуть надо. И масло растительное. Приступаем. Нам сейчас понадобится томатная паста, пару ложек и масло. Это потом в конце буду показывать, для чего это надо. Это секрет маленький. Берем томатную пасту. Просто ложим пару ложек чайных. Все, это сейчас откладываем. Курицу мы отварили заранее. Отварили буквально после того, как вода скипела, минут 15. Заметьте, мы его не солим, не перчим, ничего не делаем. Просто засовываем в духовку градусов на 200 минут 40-30, чтобы мясо было помягче. Не забывайте, курица домашняя, ему нужно и отварить, и потом поджарить. Она вкуснее и нежнее получается мясо. Ложим курицу нашу. Устанавливаем время, минут 40, достаточно, мне кажется, будет. Берем бульон и сидим. Бульону даем остыть. Не забывайте, блюдо холодное, должно быть бульон холодным быть. Будем сейчас готовить грецкий орех. Предварительно почистили от скорлупы, сейчас будем через мясорубку пропускать. Будем сейчас чистить гранат. Сейчас будем готовить шоты. Шоты это хлеб домашний. Сациви едят с хлебом. Тесто мы заранее приготовили. Тесто то же самое, что для хачапури мы на прошлом видео снимали. Берем 200 грамм теста. Для одного шота 200 грамм теста. Взвесили по 200 грамм теста. Дадим ему немножко отдохнуть. Отложим в сторону. У нас курица подходит уже, поджарилась. Достаем курицу. Берем сейчас курицу, откладываем ее в сторону, дадим ему остыть. Займемся шотами. Берем муку, также рассыпаем. Так, берем. Раскатываем. Все, что там форму придали. Дадим сейчас ему немножко отдохнуть, чтобы она поднялась. Накроем его сейчас полотенцем. Все. Дадим время минут 15 для шота. Тесто уже все подошло. Ох, как поднялось красиво. Сейчас мы их раскладываем на противень. Температура для выпекания шотов 220 градусов. Время 15 минут достаточно. Все, время вышло. Шоты уже готовы.
будем доставать. Ух, какая красота! Раскладываем. Запах-то какой! Так, друзья, пришло время разделать курицу. Берем курицу, не будем с ним церемониться. Убираем косточки. Мы будем ее с кожей. Курица домашняя, можно с кожей есть. Так, нарезаем. Вот так вот. Аромат я вам скажу. Домашняя курица это ни с чем не сравнимо. Не магазинская. Чувствуется запах мяса настоящего. Все это сейчас нарежем. Курица раз-два и готова. Все, начнем сейчас заниматься соусом. Так, берем грецкий орех, кастрюлю большую. Будем здесь замешивать грецкий орех. Берем бульон, в котором варился наша курица. Вываливаем грецкий орех. Буквально пару черпаков сначала заливаем. Ну еще, наверное, одну добавим. Берем блендер. Блендер обязательно. Мы сейчас будем ее размешивать. И она станет такой однородной массой, очень густой. Приступаем. Так, добавим немножко воды, немножко густо. Еще раз перемешиваем. Добавляем аджику. Здесь грамм 30 нам достаточно. Друзья, добавили аджику, перемешали. Замечу, если у вас нету аджики, не делайте сацивы. У вас просто не получится. Дальше продолжаем. Сейчас добавляем уцхосуноли, грамм 10. И потом еще добавим кориандру. Берем уцхосунели. Буквально это чайная ложка одна получается. Берем кориандр. Также буквально грамм 10. Сыпем. Приступаем замешивать. Добавляем еще соль сванский. Буквально также пару ложек. Потом по вкусу будем проверять. Может и придется и добавить. Так, перемешиваем еще раз. Добавляем бульон понемножку, чтобы не переборщить. Делать не жидким и не густым. Добавили, перемешаем. Вообще, цвет вообще идеальный. Снимаем пробу на соль, на перец. Берем буквально чуть-чуть. Все норма. Ничего не надо добавлять. Сейчас сервируем. Все, курицу сюда закладываем. Еще раз сверху зальем. Так, залили. Берем сейчас самое главное. То, что мы делали, я вам сказал, что позже расскажу.
такая цветом масло. Обычно выжимается грецкий орех и делается таким же цветом. Но это очень долго и сложно. Берем гранату. Так, посыпали гранату. Граната для чего нужна? Когда человек будет пробовать сациви, у него во рту окажется семечки гранаты, она разорвется там внутри, даст сок. И будет вообще незабываемый вкус, непередаваемый. Будем сейчас пробовать. И показывать буду, как надо есть сациви. Перед тем, чтобы снять дегустацию, проверить наше блюдо, хочу выпить. Этот бокал хочу поднять за родителей. Если бы не родители бы, нам бы эти рецепты не передались бы по наследству. Я хочу пожелать всем родителям здоровья, чтобы они передавали свои рецепты от сына к сыну. И всего хорошего пожелаю всем родителям. За вас, мои родители. Пробуем сациви. Снимаем перчатки. Берем хлеба. Только так едим сациви. Еще раз говорю. Прямо вот так берем. И не надо есть ложкой и вилкой сациви. Это кощунство по отношению к еде. Не могу больше остановиться. Все. Слов нету. Друзья, если есть вопросы какие-то по рецепту, пишите в комментариях. И не забывайте пальцы вверх ставить. С вами были Трое грузин. Всем пока.